Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария. Среда, 28 июня. Поют петухи у нас. У нас погода шепчет, погода меняется, друзья. Пришло настоящее лето, когда на самом деле, когда уже очень и очень жарко. Потом бывает душно. Потом идут грозы, дожди. И у нас цветут липы. Ну, как правильно многие говорили, что простуда, она с таблетками проходит через неделю, а без таблеток через 7 дней. Насморк потихонечку, медленно улетучивается. Хотя, вы знаете, честно сказать, есть такое ощущение у нас. Мы так поговорили со Светочкой, поговорили с людьми. Возможно, есть некие аллергии, которые мы не замечали, когда жили в Израиле, потому что климат был абсолютно другой. Ну, даже не думали об этом абсолютно, потому что, прожив 30 с чем-то лет в городе, в одном месте, про аллергии и не думали. А здесь иногда какие-то непонятные насморки, потому что, куча разных запахов. Вот сейчас у нас цветет липа, она уже зацветает, запах есть. Вот смотрите, какие у нас две у нас тут стоят 3 огромных липы. Сейчас идет ветерок, и цветочки летят на меня, потому что снимаю с улицы. Может, от липы, может, от свежескошенных травы, потому что это абсолютно новые непривычные запахи, которых раньше не было. Как проверить и понять, на что аллергия, честно говоря, не знаю. В принципе, да ничего в этом страшного нету, потому что, опять же, никаких проблем. А погода интересная. Самое интересное, что, если честно, в Израиле очень редко смотрел прогноз погоды, потому что это особо не волновало. Здесь же смотрим каждый день, потому что это связано с нашими, так сказать, действиями, стройками, поездками. И погода здесь очень сильно влияет в некотором роде на какие-то действия. К примеру, если мы хотели завести позавчера щебенку, и не завезли ее только потому, что ожидали сильный дождь, а грузовик не зайдет вон туда на площадку, если земля будет мокрой. Поэтому щебенку, скорее всего, завозим завтра. Хотя сегодня опять ожидают дождь. Но самое интересное, метеорологические службы здесь меня не прекращают удивлять. Такое ощущение, ребята, что эти службы работают и дают нам прогноз уже после того, как это время прошло. Я это замечаю уже не первый раз. Я уже улыбаюсь. Мне весело. Потому что, на чем основан такой прогноз погоды, я не знаю. Вот Светочка уже практически докосила первую часть. Потому что, видите, трава, как я и говорил, растет как сумасшедшая. И за сезон приходится косить 3-4 раза. И стоишь и чувствуешь такой запах свежескошенной травы. Может, от этого аллергия? Не знаю. Все цветет, все пахнет. Сегодня у нас по прогнозу, друзья, ожидается не жарко, 24 градуса днем. А после обеда написано, что будет дождь. Я обязательно сделаю заметку, будет ли дождь после обеда. Сейчас прикольно, сейчас ветерок на улице. А ночью было душно, мы уже, честно сказать, в июне начали включать кондиционеры. Потому что я вообще человек, который жару ненавидит. От жары я сбежал в Болгарию. Это было одно из очень главных факторов переезда, потому что хотелось чувствовать не это постоянное пекло, влажность и дискомфорт, когда не находишься в кондиционированном помещении. А здесь, господи боже мой, вышел на улицу, сейчас подышал, прекрасно, хорошо, прохладно. Будет жарко, зайдем, включим конвекторы. Так что с погодой здесь интересно. Это лето, скорее всего, по всем ощущениям,
хотя, может быть, я буду ошибаться, оно будет намного жарче, чем прошлое. Но, опять же, в горах июль-август, самые жаркие месяца. Будем справляться, будем, возможно, будем купаться. Вот вы видите, друзья, вот эта коробка из-под бассейна, которая стоит. Вот, она стоит. Она стоит и ждет своего часа. Час этого бассейна приближается неумолимо. Очень холодно. Вчера даже, видите, распаковали. Вот так, сняли картон. Вот такой бассейн. Сейчас покажу. Кто-то спрашивал картинку. Вот сейчас подойду поближе, вы увидите. Вот. Best Way. Вот такая большая коробочка, ё-моё. Очень маленький бассейн. Он, да, 39 на 4,88 квадратных метров. Чтобы вы понимали. Ну, маленькая такая лоханочка, вы понимаете? На 55 тонн воды. Птички стали потише. Да, ребят, еще встают вопросы про живность, которая на участке. Живности очень много. Очень много комаров и пчел. Очень много. В этот раз, в этом сезоне уже комары, они пришли раньше. Ребята, здесь болгарские комары, вы понимаете? Какая разница между болгарскими и еврейскими комарами? Вот это я свою точку зрения высказываю такую. Потому что в Израиле комарики еврейские, израильские, они, вы знаете, они подлетают абсолютно тихо, их не слышно, и они вас кусают, и вы только чувствуете потом. Здесь в Болгарии нет, здесь комары не еврейские, здесь болгарские. Они не тихие, от них есть шум, они не прячутся, как в Израиле. Они вас просто тупо кусают. Кусают сильно и жестко, вы понимаете? Ну, это такой... Я придумал про вот такое соотношение этих комариков. Но, конечно, это мешает. Мы привезли с собой специальные мазилки, вот такие шариковые, фирмы Сана. Но пока что они нас спасают лучше, чем средства, которые в Болгарии мы покупаем, всякие спреи. Возможно, может быть, кто-то мне подскажет из болгарских друзей, подписчиков. Есть какие-то средства, чем-то можно реально мазаться, чтобы вечером спокойно сидеть и комфортно. Что мазилки мазилками, а может быть, есть какие-то там, не знаю, кто-то мне говорил, что можно с ванилью водичку смешивать. Кто-то говорил чеснок. Ну, опять же, может быть, дадите мне хороший совет. Буду очень благодарен в комментариях. Комаров очень много. Ребята, очень много пчел. Ну, естественно, вот когда стоят 3 дерева липы, вы сами понимаете, что когда подходишь вот к деревьям, вы слышите, и замираешь так в тишине, и вы слышите такой гул. Это пчелки собирают мед. Ну, молодцы, конечно, это их работа. А в прошлом году, вот видите, у нас в доме, вот я сейчас покажу вот это место. Вот это место, здесь стоит лампа. А почему здесь стоит лампа? Потому что, когда мы приехали, внутри дома был улей, был рой просто пчел. И мы целое лето не могли от этого избавиться, от этого роя. Сколько мы туда пшикали всяких спреев, потом на крыше. Вот мы тоже уже переделали вот этот верх, он не рабочий абсолютно, он закрыт. Но вот вся крыша была в улье. Здесь их было очень и очень много пчел. Потом, ну, пришла зима, мы закрыли, мы туда попшикали. И сейчас надеюсь, что здесь пчел не будет. Но летает их вокруг очень много. Я раньше очень-очень сильно боялся пчел. И если в Израиле ко мне в квартиру, в домик залетала пчелка, я от нее бегал, от одной пчелы. Здесь я уже привык, я спокойно могу сидеть на улице, вокруг меня летают пчелы, я их уже не боюсь. Но это пчелы. Ребята, но здесь есть еще и не только пчелы. Здесь есть огромные такие зараза-осы.
И их не так много, но их я продолжаю бояться. Их не так много. Ребята, а здесь есть еще и оводы. Это вот такие жуки, огромные жуки синие, которые жужжат, которые летают. Вот это реально я боюсь. И когда такой монстр где-то летает, я начинаю немножко нервничать. Ну, опять же, все это, конечно, прикольно, все это смешно. И нормальной позитивной жизни абсолютно не мешает. Потому что что мы хотим? Это большой участок, на котором есть много плодовых деревьев, на котором есть липы. Ну, естественно, здесь будет живность, конечно, обязательно. Здесь нельзя ходить по траве в шлепанцах. Не рекомендуется. Нет, змей я не видел. Они были. Естественно, когда участок был полностью не ухожен, конечно, были змеи. Мы их ни одной змеи здесь не видели. Честно вам скажу. Вот что врать. Но все равно, конечно, рекомендую здесь все-таки не пляж и не парк. Одевайте, не ходите с голыми ногами, одевайте там носки, тапочки и берегите, так сказать, свою кожу. Потому что укусы могут быть разные. Мы не знаем, кто здесь ползает. Конечно, здесь нет никаких страшных черных диких скорпионов. Но остерегаться, конечно, живности надо и беречь себя нужно. Поэтому я обязательно кроссовки. Ну и надо за этим следить. Вот такая ситуация у нас в селе происходит с живностью. Рассказал немножко. Рассказал, как мы с этим справляемся. Значит, с жарой мы справляемся с кондиционерами дома. Вот у нас качелька, даже вот с такой сеточкой, видите, москитной. Не знаю, помогает ли эта сеточка или нет. Я еще не пробовал, потому что здесь еще никто не спал. Вот, а в остальном все позитивно. Сегодня у нас будет очень интересное событие. Знаковое такое достаточно. О чем я обязательно расскажу. Скорее всего, во второй половине дня или завтра в новом видео. Будет очень интересно и познавательно. Потому что это будет еще один шаг, который мы все-таки сделали, который намечали. Поэтому следите за видео, подписывайтесь, колокольчик. Я эти фразы обычно не говорю, но уже смотря других блогеров, хотите, подписывайтесь, хотите, смотрите, лайки, комментарии. Конечно, приятно, позитивное, негативное неприятно, и ненужное негативное я убираю просто, как страшный сон, дабы не портить ни себе, ни кому-то настроение. В остальном, хубов ден. Шелихам йом наим, говорим шели. And have you a nice day, my friends. Ciao, ciao.